Видим, что люди подключаются. Меня зовут Марина Любимова, я являюсь руководителем Академии Smart and Talented. Марина Егорова чуть-чуть задерживается, попала в пробки, поэтому подключится к нам в ближайшее время. А пока мы всех приветствуем. Напишите, пожалуйста, давайте познакомимся, напишите, пожалуйста, откуда вы работаете ли сейчас ассистентом или, возможно, у вас какая-то другая должность. Так, запись у нас, да, будет. Мы поделимся ею либо сегодня вечером, либо завтра. Но в любом случае максимальные результаты вы получите, если будете присутствовать на встрече сейчас. Так, вижу, начали появляться Так, комментарии. Москва, работаю ассистентом. Москва в процессе поиска. О, Москва, Дарья, прохожу курс ассистент с нуля. Классно. Приветствую, Дарья. Работаю ассистентом, Тюмень, Греция. У вас, наверное, там классная погода. Завидую. Я нахожусь в Питере, у нас достаточно прохладно. Директор административного офиса, работаю ассистентом. Вижу, что в основном у нас здесь сегодня собрались ассистенты. Это классно, потому что будем рассказывать как раз много полезной информации именно для вас. Марина к нам тоже подключилась, она пока у нас из машины, поэтому ждем, пока она сможет быть уже в да, я, комфортной. я могу что-то сказать, я не знаю, как меня видно. Видно, слышно. У нас трансляция всех спикеров, да, сейчас идет? Да. Да, всем привет, всем привет. Вы понимаете, что живем в режиме многозадачности. 10 минут уже буду за ноутбуком. Вот, поэтому рада всех видеть, да, напишите, пожалуйста, в комментариях, с какими запросами вы еще сегодня пришли, да, почему пришли на вебинар, для того, чтобы вебинар был для вас максимально полезным. Марина мне сейчас поможет как раз зачитывать комментарии, и мы сегодня попытаемся дать максимально полезной информации. У нас сегодня будет мастер-классы, практикум, целых 2. Поэтому оставайтесь, пожалуйста, с нами до конца. Запланируйте себе приблизительно 1,5 часа времени конкретной работы. Вот. Марин, давай почитаем или там, что у нас сейчас по плану. Пока ждем комментарии по запросу. С нами сегодня Юлия Орлова. Кто-то из вас с ней уже знаком, видел ее на нашем прошлом мастер-классе, либо, возможно, видел видеоурок от нее по искусственному интеллекту. Она является суперспециалистом по этой теме. Чуть позже рассказывать чуть подробнее о себе. Юль, давай пока уже будем включать презентацию. Конечно, я только и ждала команды. Всем привет. Супер. Давай следующее. Вот сейчас звук, картинку мы проверили. Напишите, если вдруг что-то не так, то можете просто перезагрузить вебинарную комнату. Насколько я понимаю, у нас сегодня технически все работает. Давай следующий. Что вас сегодня ждет? Сегодня Юлия расскажет про искусственный интеллект и новые реальности профессии ассистента. Чуть-чуть коснемся промпт-интеллекта и языка общения с ИИ. Покажем, какие есть интересные инструменты и приложения искусственного интеллекта на практике. Покажем 30 плюс задач, с которой вы можете делегировать уже сейчас с помощью искусственного интеллекта. Ну и, конечно, презентуем наш новый курс, который мы последние пару месяцев активно разрабатывали вместе с командой Юлии. И это вот то, что, насколько мы понимаем, ждут многие из вас. И мы будем супер рады сегодня поделиться нашим детищем. А еще это ждут, не только вы это ждете, это ждут руководители, с которыми я общаюсь каждый день запросы ассистента ТИ,
ассистента ТИ. Я, по-моему, говорила уже на предыдущем вебинаре, я не знаю, кто бывал у нас на последних из вебинаров, 95% наших вакансий – это уже запрос на ИИ. Поэтому сегодня обязательно быть здесь тем, кто хочет развиваться и кто хочет следующего рывка, да, кто хочет быть всегда актуальным на рынке труда. Супер. Вебинар у нас продлится где-то часа полтора. Будем стараться уложиться в это время. Запись, как я уже говорила, будет обязательно. Поделимся ей сегодня-завтра. Ну и свои вопросы обязательно пишите в чат. Что-то, возможно, будем отвечать по ходу. Если нет, то в конце будет отдельное время на то, чтобы уже чуть подробнее остановиться на вопросах. Ну и расскажи еще о том, что в конце те, кто у нас будет до конца, еще ожидают пара подарочков, которые мы подготовили. Это как раз, по-моему, у нас на следующем слайде. Мы поделимся гайдом лучших нейросетей для бизнеса, творчества и жизни. И еще будет небольшой подарок от команды Юлии, о котором мы расскажем чуть-чуть попозже на одной из практик по использованию нейросетки Doilo. Да? Да, но еще давайте скажем, что этот файл 300 нейросеток достанется тем, кто только в онлайне нас смотрит. Он отправлен потом файлом, те, кто будет в записи, не будет. Имейте в виду. Да? Да. Чтобы Марин, теперь вы до конца просидели. расскажи немножко о себе для тех, кто, возможно, Марину еще не знает, если вдруг у нас такие есть. Да, я рада со всеми познакомиться, хоть и в таком режиме, поглядывая к вам и на дорогу, но я уже приближаюсь к дому. Меня зовут Марина Егорова, я основатель компании Smart and Talented. Я проживаю в Дубае, сама имею опыт 9-летней работы ассистентом по 2014-2015 года. В 2016 году мы открыли компанию Smart and Talented. Сейчас мы делаем проект Ассиста, это аренда ассистентов в столицах мира, тоже очень наш интересный продукт, то, что меня очень зажигает, и то, что, скорее всего, многим из вас будет потом интересно в нем поучаствовать, это будет такое элитное подразделение ассистентов, поэтому туда будет отбираться только супер прокачанные, крутые, четкие, структурные, системные, умные ассистенты. Вот, живу я в Дубае. И, собственно говоря, летом буду в Москве, мы будем проводить тоже бизнес-завтрак в Москве, так что следите за нами, подписывайтесь на мой Инстаграм, еще тоже там много интересного и полезного тоже будет. Вот. Передаем слово Юлии, которая расскажет немножко о себе. Да, тоже всем привет. Рада видеть здесь тех, кто меня помнит с прошлого вебинара, вижу комментарии. Да, с теми, кто еще не знакомы, то сегодня у нас будет возможность и познакомиться, и вам детальнее задать все вопросы мне и, может быть, да, в целом нашей команде. Меня зовут Орлова Юлия, я в IT с 2014 года. Всю жизнь занимаюсь тем, что создаю цифровые продукты, и вот больше 5 лет уже занимаюсь созданием нейронных сетей, и в том числе продуктов на базе нейронных сетей. У меня есть свой бизнес, это IT-компания, где мы разрабатываем супер крупные решения для компаний, плюс у меня есть готовые продукты для отделов продаж, это мой любимый продукт Testats, сервис речевой аналитики, и также я очень много выступаю как спикер по теме искусственного интеллекта и разработала целую практику, методологию по тому, как же очень аккуратно интегрировать искусственный интеллект в те или иные рабочие процессы. Вот сегодня нас действительно ожидает такое погружение практическое в решение задач, и вы с удовольствием, вы пишете все вопросы нам в чатик, а я, может быть, даже последовательно буду на них отвечать по мере практики. Также я еще веду несколько колонок в журналах, поэтому, может быть, вы читали какие-то из моих статей. И знаете, у меня есть один из моих самых любимых тезисов, когда подходят и говорят, что вообще нас ждет в будущем. Неужели машины заменят людей? Нет, такого не произойдет. Человеку всегда нужен человек. Просто, как сейчас правильно заметила Марина, человеку нужен более мощный и усовершенствованный, напичканный инструментами человек. Поэтому вас не заменит никогда машина. Человека заменит человек, который круто умеет работать с искусственным интеллектом.
И здесь есть и одна плохая новость, и хорошая. Плохая – это то, что и где-то, может, заменит людей, но из хороших – это то, что сегодня вы узнаете, как стать незаменимым. Собственно, тоже хочу здесь прям показать скриншоты из сайта ХХ.ру о том, что сейчас постоянно во всех требованиях к ассистентам пишут знание ChatGPT, знание Notion, знание Copilot. Вот напишите сейчас, пожалуйста, плюсики в комментарии, кто хоть раз в жизни вообще работал с ChatGPT. И минусики те, кто еще ни разу ничего не делал и вот пришел сегодня вообще для того, чтобы узнать, что это такое за зверь и почему же он есть в требованиях к вакансиям. Плюсики у нас пошли. Пошли плюсики, класс. Я надеюсь, там много плюсиков. В нашем комьюнити мы все продвинутые должны быть. Не подведите меня. Да. Вот кто-то даже пишет Gemini. Gemini тоже крутая нейросеть, которую мы тоже разбираем. В целом любые оригинальные нейросети, и Gemini от компании Google, и ChatGPT от OpenAI, и Grok, и Claude от компании Anthropic. Все это действительно крутые инструменты, которые главное правильно уметь готовить. Вот сегодня мы будем их совместно готовить. И знаете, вообще, когда мы говорим про ассистента, на первый взгляд бизнес-ассистент старого подхода и бизнес-ассистент СИ выглядят одинаково. Но это только на первый взгляд. Вот если мы обратимся к реальности, то бизнес-ассистент сейчас – это человек-многоручка, человек-оркестр, который одновременно выполняет такое огромное количество задач, которые к тому же еще и практически никогда никому не сделегировать, потому что бизнес-ассистент – это человек, который находится максимально в контексте. А вот бизнес-ассистент, который работает с СИ, более счастливый, более спокойный человек, потому что он также находится в контексте, но вместе с ним в контексте его работы находится огромное количество инструментов, чья единственная цель, они призваны только для того, чтобы помогать вам. И что, если говорить про старый подход, есть? Это нескончаемый список дел, это ручная работа, и это нет времени на себя. Это нарастающий стресс, это постоянная тревожность, ощущение, что тебя используют и не ценят. Когда же мы работаем с искусственным интеллектом, то получается тот самый кайф, тот самый принцип Парето, когда 80% вашей работы рутинной, автоматизированной, и у вас остается не только время физически в 24 часах, но у вас остается еще и внутренний ресурс для того, чтобы самые важные стратегические задачи вы решали максимально фокусированно, при этом всегда имели подсказки со стороны. Вот я желаю вам, чтобы у вас с тем, как искусственный интеллект внедряется в ваши процессы, появлялось все больше ресурса на себя, на своих близких, чтобы появлялась уверенность в завтрашнем дне, чтобы вы четко понимали свою важность во всех этих процессах. Вот это, кстати, очень классный пункт. Можно я добавлю? Это очень классный пункт, потому что одна из причин ассистентов – это профессиональное выгорание, потому что ассистент кучу времени тратит на мелкие процессы, и сейчас эти процессы заменяются искусственным интеллектом. И когда мы с вами раньше очень много обсуждали историю с тем, что ассистент, что есть выгорание, вы не успеваете, нету ассистента личной жизни, эта эпоха закончилась, если вы умеете с этим работать. Это очень круто, Юля, это супер пункт прям. Так, я перемещаюсь домой, 3 минутки без меня. Да, со своей стороны добавлю, как руководитель академии, что тоже наших сотрудников, которые у нас овладели искусственным интеллектом, мы тоже отдельно поощряем, так как мы можем теперь экономить на определенных подрядчиках. И, например, наш контент-менеджер выросла в зарплате на 40% благодаря тому, что научилась пользоваться большим количеством инструментов искусственного интеллекта. И, в общем, собственно говоря, за счет экономии бюджета мы теперь можем без проблем повышать зарплаты. Виктория тут пишет комментарий такой: Gemini мне такие письма пишет, что аж правительство Греции извинялось вчера за задержку выдачи ВНЖ.
Ну вот да, это действительно так. Некоторые суперсложные какие-то задачи, они становятся более простыми с внедрением ИИ. Вот на предыдущем вебинаре я, например, показывала, как чат GPT может смотреть ваш экран в телефоне и помогать вам заполнять анкету на шенгенскую визу, ну или в целом заполнять любого рода документ. Вот это тоже, что очень сильно снижает стресс, когда ты должен выполнять задачу, а ты даже не знаешь просто с какой стороны к ней подступиться. И выгорание нападает еще на этапе только представления, что я сейчас начну. Ну Звучит. что, готовы познакомиться с ИИ? Я думаю, что ответ здесь у нас положительный. И буквально пару слов о том, что такое промпт-интеллект. Тоже на предыдущем вебинаре детально с вами это проходили, но так как у нас здесь есть новенькие, то я еще раз повторю, что промпт – это лишь один из этапов для того, чтобы приготовить наш идеальный коктейль, либо приготовить идеальный кексик. То есть, когда мы хотим выполнять какую-то задачу, у нас всегда есть исходные данные. Это ингредиенты. Дальше есть всегда шейкер или в случае кексика плита, где мы должны приготовить, собственно, наш продукт. И вот тут очень важно правильно подбирать инструмент по свою задачу. Иначе вы можете потратить безумное количество времени на генерацию, на настройку, а результат будет, ну, на троечку. А зачем нам на троечку? Мы хотим на 5 из 5 плюс персонализированно. И вот третьим этапом идет промпт. Это рецепт, по которому мы готовим коктейль или готовим кексик. И вообще, когда мы говорим про написание промптов, да, запросов в нейросеть, по сути, ТЗ, которое мы даем, чаще всего люди используют конкретно ту формулу, которую вы видите на экране. Роль, задача, формат. Отвечай как мой ассистент, разработай мне такую-то стратегию продвижения или разработай мне такое-то письмо. И дальше формируем формат, в котором хотим получить эти исходные данные. Вот чем крута, например, чат GPT и вообще архитектура GPT как таковая, она расшифровывается как Generated Pre-trained Transformer, то есть трансформер, натренированный на обработку данных. Вот именно вот этот трансформер, он умеет на вход принимать один набор последовательности данных. Допустим, вы написали текст, или вы скинули табличку, или вы вообще отправили скриншот какой-нибудь картинки или скриншот какого-то документа. И на выход она из этих всех возможностей также выдает разные форматы. Она и на выход даст таблицу, даст документ, если надо, даже код вам напишет, ну и, конечно же, сопроводит всеми возможными аргументами, почему она решила задачу таким образом. Но есть еще другие форматы написания промптов, которые также круто работают. Не всегда нужно ставить нейронку в роль. Иногда ей можно сказать, какое у тебя действие, и самое главное, круто обозначить цель. Вот если у вас вообще есть проблемы с правильной постановкой целей или есть проблемы с формулированием мыслей и задач, то вот также нейросеть вам здесь очень поможет. Есть еще один хороший подход. Это когда мы строим мост. Когда нейросеть может знать нашу точку А, то есть что было до, нашу точку Б, куда мы хотим прийти, и она сама простроит нам некий маршрут. Вы это можете применять как для работы, выполнения задач своего руководителя, так же и для своей личной жизни, для того, чтобы вам помогали быстрее и правильнее проходить эти пути. И еще один мой любимый формат промпта – это через контекст и пример. Нейросеть, как и человек, учится довольно быстро, но особенно если показать пример, то ей становится проще. Поэтому мы всегда можем ссылаться на что-то, особенно в чат GPT мы можем даже присылать ссылки, мы можем присылать транскрибации видео и многое другое. И поверх этого, когда мы не просто пишем промпты, а именно тренируем своего ассистента этими промптами, то буквально через 2 недели, 3 недели общения вы уже просто путаетесь и не понимаете, это вы ему помогаете или он вам помогает. Вот стирается вот эта грань. И RISE, когда мы работаем со входными данными. Вот подскажите тоже, напишите в комментариях из тех, кто работал с нейросетями, было ли так хоть раз, чтобы вы загрузили в нейросеть какой-то материал, допустим, какую-то табличку или какой-то огромный документ там на 100, на 200 страниц и попросили нейросеть быстренько интерпретировать данные. Вот жду ваших
плюсиков или минусиков, если не было. Отсюда пойму, как мы выстроим сегодняшнюю практику. Мгм. У нас Ну и что? небольшая задержка идет в комментариях, поэтому сейчас немножко подождем ответов. О, пошли плюсики. Плюс, минус, минус, плюс. Минус. Ну, где-то 50 на 50. 50 на 50. Но вот это очень важный на самом деле пункт, чтобы вы запомнили, что вы всегда можете в нейросеть давать еще дополнительные материалы, которые ее, по сути, только накачивают дополнительным контекстом. И вот сейчас, Марин, я предлагаю Ну нам что? практику. Марина Егорова к нам наконец присоединилась. А можно ли мне, Марин, можно ли мне ссылочку на GetCourse прислать как-то, чтобы я видела комментарии, потому что я через Zoom Да, не секунду. вижу их, да. У нас сейчас как раз, да, я присоединилась, все, слава богу. У нас сейчас тогда будет с вами практика, наша первая практика, потом будет еще вторая практика. Напишите, пожалуйста, кстати, в комментариях, как вам первичный вот этот контент, как вам вообще вот это первичное осознание, информация про нейросетки. Может быть, у кого-то какое-то новое видение, новые инсайты появились. Тоже напишите в комментариях, я сейчас тоже подключусь, посмотрю. Вот, и что, мы идем в практику, давайте с вами решим, что мы будем с вами создавать, да, с помощью ИИ. Первое – это письмо, второе – это инструкция, третье – это таблица, четвертое – анализ. Ставьте в плюсики в чатах и давайте посмотрим. Сейчас я тоже включу комментарии. Марин, я пока не вижу, если там уже появляется. Да, то... пока у нас все равно идет небольшая задержка, где-то 30-40 секунд. Поэтому пока отвечает про подачу, что супер, системно очень, супер, очень круто, отличная подача, отлично. Пошли ответы про практику. Таблица, анализ, анализ, таблица, анализ, инструкция. Слушай, больше всего анализа пока. Вот давайте пойдем в анализ. Да, Хорошо. супер. Давайте тогда в анализ. Пойдемте в анализ. Марин, тогда я твои ручки. Давай подумаем, какой именно анализ, что мы хотим сделать. Вот сейчас наша нейросеть – это чистый лист. Причем мы в прошлый раз с вами на звонке, на вебинаре тренировали уже даже своего ассистента, бизнес-ассистента, который у нас эксперт, помогает, мы ему в мозги накачивали информации. Вот давайте подумаем, какой именно анализ мы хотим сейчас провести. У нас есть разные возможности. Можем взять каких-нибудь конкурентов поанализировать, можем пойти вглубь какого-то исследования. Да, ну давайте проанализируем школы ассистентов. Анализ, почему бы и нет, посмотрим. Так, анализ рынка школы ассистентов. Ассистентов в России, да. Угу. Хорошо. Я пойду с пустого чатика для того, чтобы все, кто на эфире, мог сейчас с нами это повторять. И мы сейчас проведем анализ. Каким образом я предлагаю делать? Мы сейчас будем долго времени придумывать сами параметры. Поэтому нейросеть будет отчасти еще нашим интервьюером. Мы скажем, отвечай как аналитик и маркетолог. У тебя 10-летний опыт в проведении анализа рынков в нише обучения бизнес-ассистентов. Немножечко усилим, скажу. Ты каждый месяц зарабатываешь $1 000 000, потому что делаешь самые глубокие и избыточные анализы. Сейчас. Профиль этого человека, от которого хотели бы анализ. Не услышала вопрос. Еще раз повтори, пожалуйста. Создаем профиль, описание профиля этого человека. Отвечай как ассистент президента, да, тут написали нам.
Да, отвечай как ассистент президента тоже можно. Это вот такие легенькие манипуляции, которые я рекомендую использовать, потому что тогда нейронка ответит вам только персонализированно. Если я прямо сейчас бы ей написала просто фразу «проведи мне анализ рынка в нише обучения бизнес-ассистентов», то она бы мне выдала настолько общий ответ, который выдала бы еще 3000 людей. А я хочу глубже. Поэтому я говорю, сейчас я хочу провести такой анализ для своей школы ассистентов и понять, чем я могу выделиться на рынке. Да, ведь всегда под капотом задачи есть какой-то ожидаемый результат. Ради чего мы делаем этот анализ? Чтобы УТП найти, или чтобы целевую аудиторию вообще понять, или чтобы объем рынка посчитать. Вот это мы должны здесь сказать. Чем я могу Мгм. выделиться на рынке? И дальше мы даем возможность нейросети пойти глубже. Мы говорим, можешь задать мне уточняющие вопросы. Мгм. Вот одной вот этой фразой мы сейчас нейронку, по сути, ведем к чему? Что она за нас придумывает вопросы, а мы на них отвечаем. И тем самым наш ответ будет круче. Как мы это сделаем? Мы пишем, Марин, отвечай на вопросы, как считаешь нужным, я ручки. Так. Обучению. Так, что мы пишем обучение ассистентов крупных компаний, обучение ассистентов для среднего и крупного бизнеса. Может быть, вот так. Это чат GPT, да, конечно. Обучение обучение, да, для ассистентов среднего и крупного бизнеса. Да, давай так. Так, я не знаю, как-то так. Юля у нас, по-моему, Жировки. зависла. Я у вас подзависла. Раз, раз, раз. Марин, меня слышно сейчас? Да, тебя слышно, да. Обучение ассистентов для среднего и крупного бизнеса. Что нужно еще ответить? Но вот много тут вопросов, давай на парочку из них ответим. И это будет, считай, нас сейчас Ну, давайте нейросеть в чате спросим, распаковывает. давайте в чате спросим, девочки, давайте подсказки, что мы напишем. Я боюсь сейчас, как напишет, что это, что-нибудь, как сейчас что-нибудь напишет. Обучение для среднего и крупного бизнеса, для ассистентов с опытом от 1 года. Давай вот так, для ассистентов с опытом для 1 года. Мгм. А, с- Какие а, сильные стороны у конкурентов ты замечаешь, какие слабые? Ну, я не вижу у других конкурентов сильных сторон. Не знаю. Слабые стороны то, что у них часто, у всех старые записанные продукты, нет живых преподавателей, нет кураторов. Хорошо. В чем ты видишь главную миссию своей школы? В росте ассистентов. И вот последний очень крутой вопрос, тоже видишь, как в формате распаковки, к чему он нас приводит. Каким ты хочешь видеть выпускника школы через 3 месяца после окончания обучения? Ассистент с многосторонне развитыми скиллами. Мгм. Ну, многосторонне развитыми скиллами. Всё. Найди мне ссылки на моих конкурентов и выдай ответ в формате таблицы. Сам подумай, какие 10 характеристик
необходимо сравнить. Здесь, как думаешь, дадим наш сайт? Будем ему подсказывать или Не, не будем. Да давай не будем уже. Уже и так в трубу залетаем. Непонятно, что сейчас произойдет. Ну, пускай сравнит. Не знаю. Сами себя, видите, подставляем здесь в этом анализе. Вот сейчас что происходит? ChatGPT идет в интернет, вот сейчас, прямо сейчас идет этот процесс, что она изучает разные ссылки, она смотрит, она читает, и как только будет готова, сразу же начнет формировать нам таблицу. Иногда таблицы делаются прям максимально быстро, там за 10-20 секунд, иногда, вот особенно в последнее время, мы начали замечать, что ChatGPT думает дольше. Это, во-первых, связано с ростом пользователей и запросами. Вот, а также это еще связано с тем, что моделек все появляется там больше и больше, и мы ходим к разным моделькам, и разные модельки отрабатывают в разном качестве. Мгм. И вот сейчас, смотрите, у нас формируется уже такая табличка. Мы говорили про Мгм. российский рынок, вот, где прописана целевая аудитория, да, каждая школа сравнивается, какие преподаватели, актуальность контента, и дальше выдается вывод. Если нас устраивает этот ответ, то устраивает, но я хочу попросить его подумать глубже и сказать, посмотри на этот анализ со стороны, какие еще важные пункты ты бы хотел сравнить, добавь их. Ну, вот видите, смотрите, получается то, что мы с вами, ну, чат GPT не сделает вашу работу, если вы не научитесь правильно вводить эти промпты, да, и работать с ним. Почему нужно в целом учиться работать с ним, чтобы мы даем правильные задания, и в зависимости от того, как мы эти задания даем, мы получаем результат. Поэтому, да, табличку можно скачать потом, конечно. И вот сейчас я еще говорю, хочу в формате Canvas для того, чтобы показать вам о том, что чат GPT может писать не только вот такие текстики, которые вы можете копировать, а он может коллаборироваться вместе с вами. Каким образом? Он может вот в таком режиме, этот режим называется слово Canvas, вы прям так можете и писать там, напиши в режиме Canvas, когда она при вас пишет документ, и как только нейронка допишет, мы можем собственноручно внести изменения. И она может точечно переписывать только кусок. Вот год назад моих учеников очень бесило то, что они писали очень красивые тексты, но где-то там 2-3 фразы им не нравилось. Они писали промпт «измени вот эту фразу, измени вот эту фразу». А нейросеть брала и переписывала сразу весь текст сплошняком. В итоге оставался этот ручной труд, эти 5%, что ты опять должен из двух текстов соединять что-то воедино. Вот этот режим Canvas полностью решает нашу проблему, потому что здесь мы с ним работаем как с обычным документом. Ну, честно говоря, анализ так себе. Кто-то знает, ну, понятно, это все школы ассистентов. Почему он именно эти вывел, да, Академия системных решений, Нетология, Ланит, вообще Академия сетевая. Ланит — это вообще магазин, сеть магазинов, да, Skillbox Я тоже тебе там. могу ответить, почему он так Да. выдал. Потому что это мы, считай, пришли как базовые, вот с базовыми настройками, мы не создали своего ассистента, мы его не Мгм. дотренировали. То есть то, чему вот мы уже учим на программе, это как раз делать персонализацию. Если бы мы Мгм. туда добавили намного больше контекста, то, поверь, результат был бы другой. Плюс Мгм. еще мы будем тоже в рамках программы показывать, что такое deep research. Это когда нейронка уходит на 20 минут в работу и выдает тебе уже не ответ там, на один лист А4, она выдает тебе ответ на 4, на 5 листов А4 в формате такого реферата. И вот там Мгм. вот более рассуждающая модель. Поэтому здесь это, по сути, первый класс, первый семестр. Да, да, очень классно, да. Ну, короче, в целом понятно, да, что он тут делает. Это понятно. Тут был вопрос, можно ли потом поменять формат, да? Все можно, да, можно все поменять.
Конечно, вот смотрите, это я написала формат Canvas. Он прям так и пишете, можно по-русски. Я по-русски пишу Canvas. А можно теперь сказать, переведи, нет, просто напиши выводы в формате текст. И все, и он сразу начнет писать тебе здесь. То есть ты очень легко его вот словами или голосом переключаешь. Плюс, опять-таки, вам не обязательно сидеть и вручную вот так строчить эти тексты, иначе вы тоже будете тратить на это кучу времени. У вас есть прекрасная кнопочка «Dictate», когда вы можете надиктовать нейросети что угодно. Вот, Марин, давай сейчас какую-нибудь еще задачу выполним и пойдем дальше в следующие практики. Ну, давайте выполним задачи. Что? Подбери маршрут на летнее путешествие во Франции. Топ-5 городов. Или что? Что-нибудь такое. Давай что-то по тревелу, да, как часто употребляемое. Анализ он такой. Обычно, почему я анализ там по школе спросил? Потому что, как правило, руководители, да, на бизнес-обучениях очень часто и разговаривают о том, об анализе рынка, конкурентов, каких-то анализ ниш. Поэтому, вот, например, из каких-то простых задач, да, давайте travel, как бы им все занимаются. Не знаю, Давай. предлагайте сами, ассистенты пишите, участники, может быть, у вас есть какая-то идея. Ну, вот я предлагаю что-то по travel посмотреть. Давай сделаем Давай Францию. travel пока не... Да. Мне тоже нравится. Как раз сейчас Мгм. покажу именно, как работать с этой надиктовкой. Отвечай как мой travel-специалист. У меня есть задача, она поступила от моего руководителя. Мне нужно составить для него маршрут по Франции, где разработать посещение минимум 3 городов Франции и в каждом городе минимум 5 самых интересных точек, где ему нужно побыть. Вот, мой руководитель очень занятой человек, поэтому долго переезжать с места на место он не может. Вот, еще ему надо точно кушать всегда вовремя, поэтому очень важно, чтобы около этих мест были вкусные и полезные рестораны. Твоя задача сформировать мне полное предложение на все 4 дня его поездки во Францию и выдать его в таком формате, чтобы я могла сразу отправить это руководителю, и он одобрил мой план. Супер. Круто. Вообще, очень круто. Все, вот видите, я бы это писала минуты 3, а так я это надиктовала, и нейронка сразу перевела, и я отправляю. Юль, тут спрашивают, может ли чат GPT стать неким таким тайм-менеджментом, трекером, напоминать о звонках там и так далее? Да, есть такая история, как tasks, как задачи внутри ChatGPT. Есть один чатик, куда ты можешь писать, и он тебе будет напоминать о задачах. Но на самом деле для задач намного удобнее использовать сервис Dola, которую мы сегодня будем внимательно проходить. Вот он больше для этого подходит. Да, мы как раз его будем смотреть сейчас во второй нашей части. Да. Мгм. Не переключайтесь. В общем, сегодня настроим вам всем управление календарями. А вот, Да. Марин, принимай план Франции. Ты мой руководитель в рамках этой ролевой игры. Нравится? Не нравится? Нет, мне хотелось бы фотографии. Давай спросим, добавь, пожалуйста, фотографии и сделай это в формате презентации PDF. Нет, такое невозможно. Да? Это то, что ChatGPT пока что не справляется хорошо. Презентацию PDF мы делаем в сервисе Gamma. Это делается тоже супер быстро, а ChatGPT только обманывает людей. Он всегда говорит, что он может, но справляется 2 раза из 10. А хотя бы фотографии можем Да. добавить? Мгм. Давай фотографии мест, куда ты предлагаешь мне поехать. Мгм. Вот вопрос, Юль, здесь есть такой. Можно ли по тревелу, да и вообще в целом доверять, да, чату GPT, так как он на несколько там, ну, с определенной даты, да, работает определенная версия.
И можно ли, если как понравился обзор какой-то там страны, можно ли добавить как источник? Можно добавить, да, как ссылку там, чтобы он, как правильно, ну, опирайся на видео из этого, да, вот на это видео. Отвечаю на вопрос, что действительно сама нейросеть, когда она тренируется на каких-то данных, которые были в прошлом. Но у нас здесь есть волшебная кнопочка, которая называется Search. И вот эта самая кнопка говорит о том, что и нейросеть прямо сейчас уходит в изучение того, что прямо сейчас доступно в интернете. И поэтому, если мы нажмем ее и пойдем именно с ней в работу, то мы минимизируем риск того, что данные будут ложные. Плюс можно, Марин, параллельно вот тут написать в промпте там: ты должен использовать только данные актуальные на 2025 год. И тогда тоже для нейросети это часть ТЗ. Вот, а вот как ты просила, смотри, нам пошли фотографии. Вот тут что-то она не загрузилась. Сейчас я перегружу страничку. Такое будет происходить. Можно просто просить ее еще раз и еще раз. Вообще сама по себе ChatGPT, она вот пока еще не до конца круто умеет формировать вот такой контент с кучей разных картинок. Она круто сами картинки свои придумывает, рисует. Но когда нам нужно много картинок и план, я советую использовать вот эту кнопку Deep Research, потому что по ней картинок будет очень-очень много. Ну, хорошо, да, мы увидели, очень круто. Юль, у нас с тобой, тебе через 20 минут, да, нужно будет уйти. Правильно я же понимаю? Нет, Нет? Есть время, да, у нас? конечно, это ты по дубайскому времени со мной общаешься. У Блин. нас 1 часок разница, поэтому мы еще все успеваем, да. Хорошо. А, а, Не будем Да, вот есть тогда такая история. останавливаться на карте. Мгм. Я хотела просто показать еще, что вот она на карте может рисовать маршруты, но тоже пока несовершенно. Мгм. Мгм. Но как минимум, смотрите, ну, как бы как минимум это какая-то структура, да, которая уже у нас может работать. И мы это сделали за 5 минут. Я просто помню, когда я была ассистентом, и мне босс просил составить маршрут по Европе, там, из одной страны в другую, посмотри места, у меня уходило там, не знаю, целый день, да, с учетом того, что целый день к тебе кто-то подходит, и вот эти все маршруты, фотографии, что-то посмотреть, заглянуть, ну, реально уходило там один день, а то, может, даже и два. Поэтому сейчас это как структура очень классно помогает. Очень сильно экономит это время. Что мы дальше делаем? То дальше хочется вообще в целом просто рассказать подробнее о том, какие еще задачи мы очень быстро, легко можем делегировать на ИИ. Таких задач очень много, и мы их для удобства сегодня разбили на несколько кластеров, на несколько групп. Вот если мы говорим про контент и коммуникацию, то тут, я думаю, я вас не удивлю, что уже давно и письма, и ответы на сообщения, и в целом симуляторы некого общения с людьми, все это уже делается через ChatGPT, в том числе подготовка текстов для лендингов, для сайтов, формирование структуры и генерация вообще любого рода идей. Единственное, что хочу здесь подчеркнуть, пожалуйста, делайте это именно через натренированных ассистентов, как мы это делали на прошлом вебинаре, потому что каждый человек придет и скажет: напиши пост по теме там бухгалтерия 2025, и тексты будут одинаковые. Как только вы напичкиваете ассистента своей информацией, ну поверьте, он просто начинает потом общаться вашими же фишечками и вашими формулировками. Да, и вот Мгм. пример, как за 1 минуту мы можем написать любое письмо. Сейчас очень модно это автоматизировать письма, когда тебе на почту приходит письмо, а нейросетка сама отвечает на него, отправляет письмо назад. Может быть, вы видели, как один парень в Tinder воткнул чат GPT, где она с кучей людей общалась.
и в итоге выбрала ему жену. Вот это все про контент и коммуникацию. ChatGPT считает себя женщиной. Вот, она будет Мгм. отвечать вам от женского лица, если вы сами не начнете с ней общаться как с мужчиной. Вот. Класс, класс. Второе это да. Спрашивают, где можно посмотреть предыдущий вебинар. Да, я не знаю, может быть, Марина сейчас подключится, напишет в чате. У нас была рассылка. Следите, пожалуйста, за новостями, да, не пропускайте такие вещи. Кто-то его, да, не посмотрел, не зарегистрировался, а почту не открывает. Понятно, что мы иногда там подспамливаем, но это только ради вашего блага. Да, Марина, где можно Да, будет? да, да. Прошлый мастер-класс у нас был бесплатным для участников конференции, которая у нас проходила Lifestyle Expo. да, в феврале. И, соответственно, можно также было приобрести доступ к ней за 990 рублей. Если вдруг вам интересно, то пишите нашему менеджеру. До сих пор, ну, сейчас можно приобрести запись этого мастер-класса. И полезные материалы к нему, Да, которые и еще. полезные материалы к нему. Наша Татьяна обязательно расскажет чуть подробнее о том, что на нем было, чтобы вы не покупали кота в мешке. Да. Так, а я продолжаю, потому что организация и структура – это то, на что всегда тратится много очень умственной деятельности для того, чтобы все четенько разложить по полочкам. Вот теперь, когда есть чат GPT, можно взять, выгрузить, например, видео звонка, который вы проводили с диктофона, транскрибировать эту речь, загрузить это все в чат GPT и начать общаться уже на базе того материала, то, что у вас было на встрече. Это можно полностью организовать очень крутую структуру базы знаний, сформировать разные регламенты и конкретно прописать просто чек-листы, инструкции, памятки на все, что есть в компании, на что не хватало времени. Вот, Марин, как ты думаешь? Мне кажется, наверное, каждый второй руководитель мечтает, чтобы у него в компании было все оцифровано и все зарегламентировано. У нас, да, у нас есть самое страшное, что у нас есть, это наш Google. Куча всего разного, материалов, контента. И вот, кстати, да, нужно Кате дать эту задачку, наш Google Диск с помощью чата GPT как бы структурировать, подорганизовать. Это очень классная идея, да. Да. Вот тоже вам как маленький совет. Не знаете, с чего начать делать эти чек-листы, регламенты? Пишите в промпте «Задай мне уточняющие вопросы, чтобы выполнить эту задачу». Все, нейронка сама вас распакует. Она вам задаст вопросы, вы просто на них отвечаете, и она на базе этих ответов все формирует. Вот. По презентациям, визуализациям, мне кажется, тоже можно говорить очень-очень долго, потому что будет у нас в программе детальная проработка презентаций. Так как сейчас можно быстро формировать и слайды, и смыслы, и посылы, и подстраиваться под каждый сегмент целевой аудитории, вот так как сейчас, раньше не было никогда. Сейчас презентации формируются просто за час от начала и до конца. При этом всем вы еще и кайфуете в процессе. А еще к этому всему есть огромное количество визуальных стилей, где уж точно вы можете подобрать свой. Вот. И когда мы говорим про презентации, то здесь нейросеть нам не просто прописывает текст и смысл презентации, она может прописывать приколы, прописывать хуки, прописывать монологи для спикера, которые идут вне слайда. В общем, просто быть вот вашим специалистом, который проведет ваше выступление от и до. И более того скажу, потом вы можете включить разговорный режим с ChatGPT и еще ей презентовать свою презентацию, она посмотрит еще и скажет, даст вам комменты, где еще что подправить. А если через мобильное приложение ChatGPT работать, то вы можете прямо на сцену выйти со слайдами, и она тоже будет смотреть еще о том, как вы двигаете руками, куда вы смотрите, и еще давать советы вокруг того, чтобы ваша презентация действительно заимела успех. Нереально. Да. Нереально крутые вообще штуки делает чат GPT. Ну, в смысле, ишка. Ишки, да.
Вот. Это большое количество разных анализов можно здесь проводить. Естественно, чем больше данных вы дадите, тем лучше. Тоже не переживайте. Есть данные, которые, скорее всего, вы боитесь загружать в нейросеть. И это правильно, потому что какие-то данные могут быть очень конфиденциальными. Вот ChatGPT тоже решили эту проблему. Можно выключать на время память, чтобы она не запоминала какую-то инфу, если в моменте нужно. Есть функционал секретных чатиков. Это примерно как у вас вкладки в приватных браузерах, которые тоже нигде в истории не остаются. И есть возможность выключить опцию, чтобы на ваших материалах нейросеть тренировалась для других людей. Вот. Когда мы эти 3 кнопки, мы их тоже отдельно проходим. Когда мы их 3 нажимаем, мы можем туда загружать хоть наши финансовые показатели, потому что риск утечки уже минимален. А на уровне сервера это уже шифруется. И вот пример моего стартапа Тестац, вот сервис речевой аналитики, где однажды клиент к нам пришел и сказал: вот мы сейчас выбираем между вами и вот этими 2 сервисами. Вот не могли бы вы нам за один день подготовить сравнительный анализ, чем вы лучше конкурентов? Почему мы должны пойти к вам? И вот ChatGPT нам очень хорошо в этом помогла. Собственно, сейчас мы ведем переговоры с этим клиентом, он продолжает общаться с нами, не пошел к тем конкурентам, которые, ну, очевидно, крупнее по объему занимаемого рынка, но вот он продолжает общаться с нами. И мы отсюда вытащили кучу информации для себя, как нам улучшать продукт для того, чтобы мы все ближе и ближе подбирались к самым крупным игрокам на рынке. Вот, что еще? Автоматизация и рутинные задачи. Мы вставляем чат GPT прямо внутрь Excel, когда у вас внутри Excel, допустим, есть какие-то отзывы, и он может их классифицировать. Мы, наоборот, Excel добавляем внутрь чат GPT и просим писать нам формулы. Вот если у вас есть в задачах или было хоть раз создать калькулятор на Excel, вот теперь все эти калькуляторы с кучей метрик просто выполняются вот так вот за 10 минут. Более того, мы учим учеников, как через Excel с помощью ChatGPT сразу письма клиентам отправлять, которые вот лежат в базе данных. Ну и еще огромное количество разных автоматизаций. Тоже сегодня часть примеров таких автоматизаций мы пройдем. А вот пример как раз как пишется формулы в Excel. Максимально быстро, максимально просто. Если случаются какие-то ошибки, то сразу же ты просто присылаешь ей скрин, и нейросеть сама разбирается, что же за ошибку она словила. Вы тут можете выступать просто ролью передатчика, кто копирует и вставит эту задачу. Вот. Ну и бренд «Персональная упаковка». Тут, я думаю, вообще в целом мы никого не удивим о том, что сейчас нейросеть пишет тексты, пишет смыслы и упаковывает некие продукты, да, их позиционирование круче, чем это делает среднестатистический специалист на рынке. Вот, когда есть какие-то топы с особенными идеями, их нейросеть тоже пытается копировать. Это тоже, опять-таки, к вопросу своего именно натренированного ИИ-ассистента. Вот вы прямо сейчас можете просто в качестве теста взять, сделать скриншот своей социальной сети или социальной сети руководителя, можете там побольше постов наскринить и просто загрузить сюда и уже спросить нейросеть, там, помоги придумать описание для профиля, помоги понять, там, как меня видит целевая аудитория. В общем, это все вопрос вашего диалога с нейросетью. Ну, и это был такой быстрый, легкий экскурс в реальность ассистентов нового поколения. Вот такие 32 задачи мы решаем постоянно только с нейросетями. Я лично уже не разрешаю сотрудникам вообще делать это вручную и всячески поощряю, что вот это делается с ИИшкой, это экономит нам время, и мне, как руководителю, очень экономит силы в том, что я с первого раза получаю тот результат, который меня удовлетворяет. Вот. Ну и нас сейчас скоро ждет с вами еще одна большая практика. Марин, передаю тебе слово. Так, я Да, зависла. это очень круто. Нет, все слышно. В рамках этого вебинара мы не сможем ответить на все вопросы. У нас был первый вебинар вы сможете купить. И, конечно же, этот вебинар тоже будет продаваться.
я думаю, тоже по какой-то стоимости. И, конечно же, курс. Ну, просто очень много разных вопросов. Как поставить приложение, как сделать, как там что-то еще было, да, как структурировать данные, там, как написать, сделать регламенты, как написать запросы. Ну, в общем, все это такое, это все вы будете обсуждать дальше. Мы хотели бы сегодня, на самом деле, да, презентовать нашу программу, чтобы быть для вас максимально полезными. И сейчас я расскажу про курс, который мы сделали совместно с Юлией. Это AI Business Assistant Pro. Мы его делали на основании каздевов. Мы проводили каздевы с ассистентами, и мы видим эту самую большую потребность. Даже не нужно, наверное, объяснять. Очень мне понравился действительно пункт про то, что мы с вами так боремся в первую очередь с выгоранием, с тайм-менеджментом, с балансом жизни. Вот с одной стороны, мы там ассистенты часто мечтают, да, работать 2 часа в день, но при этом, чтобы была там хорошая зарплата, но при этом как бы все загнаны. И вот, конечно, чат GPT, если научиться им пользоваться как инструментом, вы сможете это все делать адаптивно. И знаете как? И эффективно работать с несколькими руководителями. Если вы рассматриваете такой вариант, мы говорили, с точки зрения там ассистента вы на таком уровне, что уже там уже некуда, да, вы хорошо зарабатываете, но при этом вы готовы брать 2 руководителей и делать себе X2, то, конечно же, вообще все яишки офигеть, как оптимизируют вашу работу. И это очень и очень круто. Мне очень понравилась идея, в первую очередь, конечно же, с этим балансом. Представьте, что вы будете все делать супер-супер быстро. Я даже прогнозирую, знаете что, что если вообще люди, сотрудники будут все активно работать с ИИшками разными, то, возможно, когда-то в жизни, в мире и рабочий день сократится там, не знаю, до 4-5 часов в день. Люди просто будут меньше работать, просто они будут эффективнее и точечно, и будут заниматься своей жизнью, балансом, творчеством и всем, что они хотят. Вот, погнали дальше. Следующий, да, вот автоматизация рутины, это как бы одно из главных, да. Вот, и в конце, как я еще раз напомню, что кто дальше досмотрит у нас, останется героем до конца вместе с нами, то мы еще дадим вам AI-библиотеку. Вот, но это только в живом формате здесь на вебинаре. Так, что дальше там у нас? Прокрутите, пожалуйста, слайды. Как раз-таки хочется, да, я здесь возьму на себя микрофон, хочу чуть детальнее рассказать, что нас ждет на курсе, и как раз-таки часть уже из этого сегодня мы покажем, те инструменты, которые детальнее будем проходить. В общем, первым модулем в самом начале мы еще с вами один раз погрузимся в том, что такое нейросети. Я здесь расскажу прям историю. Наверное, мало кто из вас знает, но первая нейронка появилась уже 50 лет назад. Вот перцептрон называлась. И вот как бы, да, 50 лет человечество шло к тому, чтобы просто придумать чатик, что с нейронкой можно было общаться, можно общаться в чатике. Вот также здесь именно на первом модуле, сразу на первой неделе мы решаем самую сложную задачу под названием регистрация в сервисах. В том числе мы работаем только в оригинальных сервисах, и у нас есть лайфхаки, как вы сможете их оплачивать без зарубежных карт, рублями, но при этом всем работать с долларовыми нейросетями. Вот. И также здесь как раз-таки будем рассказывать про то, как выбирать ту вот самую плиту, да, или шейкер, ту самую нейросеть, как, под какую задачу что подходит. В общем, первый модуль, здесь я обещаю, что вы погрузитесь в искусственный интеллект и сможете просто щеголять этими знаниями перед другими людьми. И более того, когда вы поймете, как работает искусственный нейрон, вы лучше станете понимать, как работает ваш собственный мозг. Потому что, по сути, искусственный интеллект – это имитация нашего мозга, только в несколько раз проще. Вот, Класс. потом, на второй неделе, здесь будет самое важное. Это мы будем учиться писать правильно запросы, и будет супер урок – это создатель промптов. Создатель промптов – это когда вам вообще не нужно будет писать промпты сами. Нейросеть каждый раз будет вас брифовать. И вот эти промпты, которые у вас будут получаться, они будут уже чуть ли не state of the art. То есть их можно будет потом передавать из рук в руки и говорить, что я написала самый эффективный рабочий промпт на создание той же самой бизнес-презентации.
И потом мы уходим в лютую практику, где мы создаем ассистентов и где мы покоряем разные готовые, максимально дешевые сервисы. Потом у нас контент, бренд и голос босса. Юля, давай вернемся на модуль 3 еще, вот пройдемся, вот это очень важно. Какие темы, да, смотрите, темы. Календарь, встречи, зумы, вся вот эта вот синхронизация. Почта, протоколы, регламенты, дело производства и все, что связано, база знаний данных, вот это все, это просто очень важно, да, вы как раз спрашиваете, что это частый запрос на это, вот, пожалуйста, это модуль 3. Мгм. Да. В общем, это тоже мы далеко не откладываем, сразу же идем вот в самые важные задачи, чтобы вы уже просто, чтобы вы в процессе обучения сразу все применяли на практике, делились опытом с другими людьми и как бы могли дальше уже идти в более сложную, интересную историю. В целом, ваше любопытство, оно из модуля в модуль будет только возрастать, потому что поймете, насколько безграничны на данный момент возможности ИИ, насколько мы своим мозгом ограничиваем, что мы готовы ей давать, а что не готовы. Вот. Четвертый модуль – это у нас про контент, это про огромное количество творческих задач, это сценарии, и, конечно же, это и видео, и визуал, это нейрофотосессии, это создание виртуальных аватаров, это создание презентаций, это 3D QR-коды в уникальном виде, которые есть только у вашей компании, и больше ни у кого в мире не может быть такого там нарисованного 3D QR-кода и тому подобное. В общем, здесь делимся всеми фишками именно в визуальном контексте. Потом, пятый модуль – это автоматизация и это умный Excel. Мы с вами проходим от и до все, что может быть с Excel. У нас есть порядка 10 разных упражнений, задачек, которые мы будем решать. И также мы здесь будем разбирать вопрос автоматизации. Не пугайтесь, автоматизация – это уже действительно следующий этап, следующая ступень. Мы здесь подробно покажем, расскажем про возможности, покажем инструменты, и дальше здесь мы поделимся, как искать исполнителей, которые могут выполнять ту или иную задачу по автоматизации, которую вы придумаете. Ну, либо вы сами пойдете там дальнейшее изучение, копание этой темы. Тоже у нас есть лайфхаки, как именно мы подбираем подрядчиков на эти автоматизации. Мгм. Вот. Шестой модуль у нас – это глубокая аналитика и ресерч. Это тот самый deep research, когда у нас нейросеть уже не играет роль студента или доцента, а у нас уже играет просто роль кандидата наук, который идет и максимально глубоко изучает темы. Минимальный риск ложных выводов. Дальше это работа с инфографикой, это создание, например, диаграмм Ганта, это создание инфографики под конкретные тексты и тому подобное. Здесь вы станете вторым мозгом босса. Вот. Потом мы опять возвращаемся в контент, но уже с точки зрения маркетинга и перформанса. То есть мы здесь смотрим анализ конкурентов, мы проводим симуляторы каздевов, когда мы делаем искусственных людей внутри чат GPT и с ними проводим интервью, прежде чем пойти в настоящие каздевы. Мы здесь делаем прогревы, автопостинги и, конечно же, все, что касается продаж. Это и скрипты, это воронки, в том числе показываем, как в сервисе ChatPlace искусственный интеллект за вас может просто запрограммировать вам эту вороночку со стрелочками. Также, если это актуально под вашу нишу. Вот. И восьмой модуль мы полностью посвящаем карьерному росту и личному бренду. Это все, что касается найма, это все, что касается повышения своей привлекательности на рынке, это продвижение и позиционирование. Мгм. Вот. Девятый модуль – это персональные системы эффективности. Вот этот модуль здесь мы уже делимся просто нашими готовыми задачками, готовыми материалами, которые мы советуем загружать в чат GPT. Показываем наши лайфхаки, как мы делаем там ежедневники и планировщики. И, конечно же, матричную приоритизацию задач тоже. Это все здесь.
И последним, 10-м модулем, это у нас уже будет VIP-блок, он будет доступен не в каждом тарифе, это где мы еще оцифровываем голос босса, делаем связку из нейросетей для того, чтобы за него вообще вести весь контент. Здесь мы делаем симулятор переписок на иностранном языке, когда мы готовимся к каким-то важным переговорам или перепискам, и мы здесь заранее продумываем, создаем образ человека, с кем мы переписываемся, да, особенно если это иностранец. Если мы, как русские люди, наш менталитет, не всегда мы можем понять менталитет другого человека. Вот тут мы будем вас учить, как делать эти симуляторы для того, чтобы предсказывать, какой ответ мы получим на свой запрос. Потом это ивенты, организации мероприятий, рассылки тоже. Здесь мы делимся именно своими наработанными материалами. У вас чат GPT базовая, конечно же, вам продумает организацию мероприятия. Но если вы будете сюда загружать наши материалы, где мы собрали кучу фейлов компаний, которые организовывают мероприятия, то нейросеть будет идти с точки зрения рисков и подсвечивать вам, где, в каких моментах может что-то пойти не так. Это мы собрали базу с огромного количества подкастов, где вот люди приходили и рассказывали, что шло на мероприятиях не так. Ну и также это создание трекеров по питанию, по фитнесу, по бизнесу и в целом создание себе GPT-сов, персональных ассистентов по вашему питанию, по вашему развитию, по вашему обучению. И написание авторских песен. Тоже это будет здесь для того, чтобы потом эти песни можно было так или иначе использовать в контексте своих задач. Дарить руководителю или от лица руководителя делать такие подарки его клиентам или его коллегам. Да, коллеги, еще скажу, какой классный момент, тоже вы тут научитесь использовать на курсе, когда вы создадите цифровую копию своего руководителя, и там уже на основании, вы будете его обучать, да, и на основании этого аватара вашего руководителя, он будет вам, как бы вы можете туда что-то загружать и получать его мнение. То есть представьте, у вас цифровая копия босса, да, и вот его мнение относительно ваших дел, или там он может задавать вопросы, да, ну и так далее. Это очень классно, это очень классно. Цифровая копия босса, вы тоже сможете этому учиться. Очень много, Юль, вопросов сейчас. Я не знаю, видишь ли ты чат? Ты чат видишь, Юль, кстати, в целом? Да-да-да, я все читаю. Ты читаешь, да? Вот, супер. Очень много, да, вопросов сейчас, сколько стоит, какая продолжительность. Сейчас я это возьму тоже на себя. И нам приятно, что вы интересуетесь. Для нас, ну, нам сейчас важно вывести ассистентов на следующий уровень. Вы знаете, что миссия Smart and Talented, и мы это сделали за 9 лет. Мы показали, что профессия ассистент– это не секретарь с телефоном, да, и наш следующий этап, вот 9 лет компании, 9 лет Smart and Talented, каждый день я развиваю эту профессию, мы вместе с вами, вы со мной, мы работаем над этим, но нам сейчас нужно перескочить дальше, еще круче звучало и еще круче приносило результаты компаниям. Юль, давай следующий слайд, там, по-моему, должно уже начаться что-то про меня, да, про программу. Вот, у Да. нас есть тариф старт, как раз, да, сейчас я расскажу. Тарифы, в нем разница какая? Первый тариф, первичный тариф, в нем всего 6 модулей, 2 месяца обучения, ну, там тоже вы получаете какие-то шаблоны, доступ на 6 месяцев, то есть 6 модулей и там какое-то количество уроков. Давай, Юль, следующий. Тариф профи, тут уже 8 модулей, то есть здесь по нарастающей, как всегда. Да, 8 модулей самых ключевых, и там что сзади было? Юль, можно назад? Тоже тут работающие шаблоны, чат поддержки. Сейчас это все выведется на один слайд, да. И тариф VIP есть. Сейчас я просто на одном слайде это все будет. Юль, давай следующий. Вот так. Вот, давай так, да, слава богу. Вот, в общем, смотрите, тариф старт, профи и VIP. Всю эту разницу вы увидите, все почитаете. Как обычно, тариф профи
из там оптимальных вариантов, тариф VIP для тех, кому нужно больше, да, тот, кто хочет больше развиваться. У нас еще есть крутая штука в тарифе VIP, что в него входит еще подписка на обновление. То есть вы, как вы понимаете, нейросети — это супер обновляемая история, и мы дадим вам тоже всем возможность, тем, кто обучится на этой программе, получать обновления. Давай следующий слайд. По стоимости посмотрим. Вот такая стоимость у нас будет. Сегодня у нас, конечно, специальные условия, как обычно, для тех, кто пришел на первый все как положено, да, у вас специально для тех, кто покупает у нас сегодня, предоплачивает, бронирует место. По срокам, давай скажу, там следующий, наверное, слайд, Юль. Нет, по срокам сверху написано, я здесь могу сориентировать, что тариф старт — это у нас 1,5 месяца обучения, профи 2 месяца обучения и VIP 2,5 месяца обучения. Плюс еще это персональные сессии с куратором, созвоны тоже, ну и, конечно же, чатик, в котором тоже общаемся. Да, спрашивают, можно ли купить тариф старт, потом повысить. Мы такое нет, не практикуем. Не практикуем. У нас так на миллион, но дело в том, что вы включаетесь в поток, ну, вот там есть как бы свои технические тоже какие-то моменты. Ну и плюс не забывайте, если вы будете переключаться на другой тариф, вы уже идете по обычной цене. Поэтому если вам смысл покупать один тариф, чтобы потом переходить на другой и платить все равно большую цену. У вас сейчас тариф профи практически по цене тарифа старт. Ну, смотрите, тариф профи сегодня там стоит 42 тысячи, а тариф старт потом будет стоить 40 тысяч рублей, вот там 39 900. Поэтому, ну, математику тоже пообращайте внимание, да, математика как бы сегодня самая для горячих пирожков, как обычно, для тех, кто первый, для тех, кому очень хочется, да, для тех, кто видит в этом потребность, необходимость, ну и, соответственно, мы дарим тоже специальные цены. Да. Вопрос, да, Юля, живые уроки или запись? У вас будет запись выходить каждую неделю и сессия, да, Юля, может быть, ты тут подскажешь, как будет выстроена работа? Да, я расскажу, что у нас все курсы бьются на модули. Каждую неделю открывается один новый модуль. И каждую неделю у нас есть один Zoom-созвон, который мы заранее согласовываем. И вот в этот день мы созваниваемся на 2 часа и общаемся, отвечаем на все вопросы. То есть в целом вы проходите всю практику по нашим записанным урокам, по всем материалам, которые лежат под уроками. И потом на этот звонок приходите, и мы с вами докручиваем, если что-то осталось, ну, там, вам непонятно. Также есть всегда чат с куратором, что вы в процессе можете писать, задавать вопросы. Я тоже в этом чате есть всегда, то есть на большую часть вопросов, наверное, отвечать буду даже я напрямую. И также постоянно мы будем следить за обновлениями. Абсолютно реальная история, что в моменте, когда у вас будет открыт модуль, уже будет выходить или готовиться какое-то обновление этого сервиса, и как только оно выйдет, мы сразу же тоже в ближайшие дни записываем новый урок и вот говорим о том, что вот это новая история. Вот то, что недавно произошло с ChatGPT. Мы долго на нее ругались, что она нифига не делала красивые картинки на русском языке. На прошлом вебинаре мы вам показывали о том, как сейчас ChatGPT с русским языком научилась работать, и какие красивые картинки, рекламные баннера она делает на сайт, как мы делаем обложки на YouTube за минуту, ну и все остальные рекламные материалы. Вот, в общем, будет постоянная поддержка, будет вот это общение, и, по сути, мы будем формировать комьюнити тех ассистентов, которые действительно хотят идти в ногу со временем. Да, да, да. Это такое будет новое AI-комьюнити, AI-PAs комьюнити. Да, вы сможете делиться опытом с друг другом, рассказывать, помогать, то есть тоже найти себе единомышленников в этом направлении. Да, отвечу здесь по запросам.
по стоимости. Счет на компанию, да, вы можете сделать, вы можете тоже уже в личной консультации с Татьяной договориться через гарантийное письмо об оплату, вы можете попридержать, договориться с ней там стоимость, ну, мы замораживаем предоплатой стоимость, да, на несколько дней, и об этом всем уже с Татьяной договориться, с менеджером. Прошу обратить внимание, чтобы вы все-таки терпеливо относились к ответам, потому что у вас будет много заявок, у нас огромное количество сегодня участников, да, и тема супер популярная. Мы в любом случае даты бронирования будем фиксировать от момента, с которого Татьяна тоже там выйдет на вас отвечать, поэтому с компанией все можно, да, все можно. Мгм. Мгм. Да, ну и просто хочу подсветить, что в целом, да, если вы идете на тариф старт, вы также можете купить подписку на год и получать целый год обновления. Вот это есть возможность абсолютно на каждом тарифе. Вопрос, могут только ассистента пройти? Нет, может кто угодно. Просто у нас фокус в этом курсе как раз-таки те, которые делает ассистент, но если хочет и не ассистент, да, пожалуйста, welcome. Это супер полезные штуки. Может и босс ваш пройти. Да. Марин, давай еще расскажем, что для боссов, для руководителей мы тоже проведем отдельный вебинар, где еще раз объясним важность того, зачем вот своего ассистента отправлять на обучение. И вот когда будет обучение, тоже на экране. Да, мы хотим, да, вот старт курса у нас сейчас 26 мая, да, на экране вы это тоже видите. А для руководителей мы тоже планируем провести такой вебинар, на который вы сможете его тоже пригласим, рады тоже их видеть. Тоже их видеть. Мгм. Презентация, да, она вам придет в рассылке после этого вебинара, чтобы руководителю показать. Конечно, придет. Да. Предварительная, да, дата, вот Марина пишет, 14 мая, да, для мастер-класса руководителей, но, возможно, даже попозже. Скорее всего, многие в отпуске еще будут, ну, вот там 14-20 плюс-минус, вот в эти сроки мы им сделаем, да. Что мы хотим сегодня предложить? Внести предоплату 5000 рублей. Смотрите, кто-то там написал, что внести предоплату самому, зафиксировав цену, оплатить потом от компании. Да, так можно, но имейте в виду, никакие возвраты вам обратно на карту этих 5000 не будет. Ну, просто технически это очень сложно, поэтому вы уже там вместе внутри компании договариваетесь с руководителем там на возврат вам этой суммы. Возвратов точно вот таких обратно на такие суммы мы делать, ну, это сложно технически, мы там тоже попадаем на штрафы, и это как бы, ну, не очень хорошая там для нас история, да, поэтому имейте это в виду, пожалуйста, да, 5000 это уже то, что вы сами потратите. Вот, мы фиксируем, вносите предоплату до 30 апреля, чтобы зафиксировать это условие. Сегодня вносите, да, для того, чтобы сэкономить, ну, там, считайте, по 10-12 тысяч рублей за курс. Я считаю, что это очень классно. Так. Да. Ну, а мы продолжаем практику. Да, продолжаем практику, погнали. Итак, у кого был вопрос по тому, как правильно делать так, чтобы мне нейроночка не забывала про задачи? Вот есть такой сервис Дола. Вот прямо сейчас я вам его демонстрирую. Находите его в Телеграме. Это Dola AI. Это офигенный сервис именно для управления вашим календарем. Дола, она открывается как приложение, и она может быть подключена либо к вашему Google календарю, либо к вашему Apple календарю. Вот здесь вы этим управляете. Можно даже добавлять несколько разных календарей внутри Google календаря и тоже разбивать это, фиксировать. Чем крутой этот сервис? Ну, во-первых, он бесплатный. Ну, то есть прямо сейчас, когда вы начнете в нем регистрироваться и проходить вот этот путь подключения календаря, вы увидите, что Дола с вас не попросит ни копейки. И так и будет постоянно. То есть до того момента, пока Дола сама не обновит свои условия, пока что нам это все бесплатно. Во-вторых, когда вы это подключите, делаете это вы вот так вот через настройки, календари, вот тут будет кнопка «Подключить календарь», вы сможете управлять своим ассистентом голосом.
И что вы можете делать? Вот я прям честно вам показываю свои записи. Когда я пишу 1 мая тренировка, все, она мне записалась. То же самое можно сказать там завтра такой-то человек на такое-то количество часов. Но и это еще не все. Вы можете сюда брать и вот, например, как я это делала, брать анонсы, чтобы не забывать о них, просто пересылать анонсы в этот чат, и также Дола вам будет все это заводить в календарь. Будет напоминать о всех событиях за 15 минут, за 20 минут, за час, так, как вы настроите. И так вы ничего не забудете. А еще вы можете делать здесь рекуррентные задачи. Например, напоминай мне каждый вторник в 17:00, ну, давай я свое скажу, звонить бабушке. Все, когда вы вот делаете такую историю, Дола сразу же в этот момент начинает формировать вам задачу и будет делать это напоминание просто каждый вторник. Помимо этого, что еще круто? Здесь есть кнопка «Поделиться». И представляете, как это удобно, когда Дола сразу формирует приглашение, которое, если что, вы можете отправить человеку. Человек вот так вот открывает его по ссылке, все. И вот это вы можете переотправлять другим людям. Тоже красивый способ предоставить данные о том, когда произойдет звонок. Здесь же вы можете в любом текстовом формате общаться со своим искусственным интеллектом. Например, какие у меня мероприятия с 25 по 27 июля. И вот таким вопросом тоже общаться со своим календарем. По сути, это ваш просто карманный советник, который знает все лучше вас. Ну, там, вот, у меня особенно там никаких событий нет. И я всегда могу открыть календарь. И еще тоже, как очень важная и тоже неочевидная история, вы можете сюда заводить свое расписание. Надеюсь, видно. Вы можете вот так там сфотографировать какое-то расписание, поставить галочки только на те пункты, которые вам нужны, и нейросеть заберет только их. Вот я тестировала пример эндуро-серии. Ну, там, это я занимаюсь велосипедами. Вы сюда можете ставить любые расписания, и сразу из 10 расписаний вам все это будет переноситься в нужные события. Вот пример, как я теперь все приглашения друзей на день рождения к себе добавляю в календарь. Мгм. Сейчас открою чатик, посмотрю, пишете ли вы, задаете ли вы какие-то вопросы. Да, задаю, да, здесь вопросы, пока в основное по цене здесь задают вопросы. И когда оплатить? Куда нести деньги? $0. Куда нести деньги? Куда нести деньги? Это А, бесплатно, ребят, просто бесплатно. Сейчас пока что 11 тысяч пользователей. Я думаю, что когда в Доле будет 1050-60, они, наверное, там 100-200 рублей в месяц будут просить. Пока что для вас это совершенно бесплатно. Вот. И еще вы можете давать задачи в аудиосообщениях, например, или даже в мгм, кружке. мгм. Напомни мне сегодня вечером обязательно выйти на улицу, прогуляться где-нибудь с 20 до 20:20. Тоже такие базовые примеры показываю, чтобы обезличенные. И вот так вот вы Мгм. голосом можете записывать эту информацию на бегу, просто вот одну за одной, и Дола будет это все также вам заводить. И вот она сразу даст кнопку «Сегодняшнее расписание» и рассказать мне там, что есть, и потом я могу поделиться. Вот у меня есть А, расписание. Юль, вопрос, в каком у нас тарифе презентация через ИИ? Во втором или в третьем? Презентация через ИИ. Мне кажется, Да. ну вот здесь у нас. Мне кажется, в первом тарифе презентация. Презентация – это базовая история, которая нужна всем ассистентам. Это в первом тарифе. Ну, собственно, с первого тарифа начинается, да. Во всех Да. тарифах она есть, во всех тарифах. В первый тариф тоже она включена. Так, что еще? Дола, да, спрашивают, Дола, как она пишется туда-сюда.
Есть ИИ, который делает красивый фон. Да, был, Юля, там вопрос у тебя сзади. Да, я думаю, что это просто заставка, которая в зуме, да, Да, ее это каждый просто может поставить. Да, если вы не знали, ребят, в принципе, 5 последних лет можно было поставить заставку в зуме. Это для этого и не нужна, да? Хорошо, Дола попробовали. Да, идем дальше. Следующая идем Маймит. дальше. Подожди, Сервис Юля, Майнит. Юля, расскажи, какой у нас еще подарок для тех, кто до конца дойдет по доле? Точно, спасибо, Марин. Какой подарок? Друзья, Долу очень просто настроить в Google календарь, но довольно сложно настроить в Apple. Действительно, очень неочевидная история, как через iTunes добавлять этого искусственный интеллект себе в Apple, поэтому для тех, кто сегодня с нами, мы обязательно подарим... Да, ведь, Марин, мы же сегодня это отправим, инструкцию. Да. Вот, Или инструкцию завтра. о том, как правильно подключать Долу к своему Apple календарю. Да, супер. Вот. А я хочу рассказать про следующую нейронку. Времени уже остается мало. Это MyMeet. Супер крутая вещь. Когда вы можете взять с собой искусственный интеллект на любую из ваших встреч, будь это Zoom, Google Meet, Яндекс Телемост, Contour Talk и остальные. И в чем история? Что когда вы задаете искусственному интеллекту возможность прийти к вам на видеоконференцию, он подготавливает полный транскрипт вашего разговора, причем не просто разговора, а разбивает его на главы, чтобы было удобно, дает краткое содержание разговора, summary, дает задачи, которые вы можете прямо здесь выделять, и также чатик, где вы можете общаться по этому звонку. То есть раньше мы должны были брать, вообще выгружать эти отчеты себе на компьютер, идти в чат GPT, но мы сейчас так тоже иногда делаем, загружать сюда отчет и начинать интерпретировать этот созвон. Что на нем было, какие боли, что обсуждали, кто что кому пообещали. Вот сейчас, в том числе на курсе, мы будем учиться, как даже вот в этом чатике с ними общаться. Ой, Вот, Юль, очень можно я важно. анонсирую здесь секунду? Вот Дарья Зайцева уже оплатила курс, не шла предоплату. Даша, тебе за то, что ты самая первая, со мной созвон на 30 минут по карьере. Ну или по любому твоему запросу. Вот, пожалуйста, Таня, напиши, что я это сказала на вебинаре, что мы тебя запомним. Вот, сделаем с тобой звонок. За Класс. твою скорость, да, смело, не прерывай, Юль, продолжаем. Угу. Ну вот, про MyMeet рассказала. Вот так вот у вас все звонки будут лежать, все отчеты есть, и общение тоже может быть по этим отчетам. Лично я, когда говорю, например, в контексте своего продукта Тестац, я фиксирую все созвоны с клиентами, запоминаю, что кому я пообещала, и потом формирую коммерческое предложение именно с нейросетями, потому что нейросеть сразу мне подсвечивает, что было нужно клиенту, а что он сказал ему не актуально. Вот тоже очень полезный инструмент. Давайте я вам сейчас покажу по подписке. Я сижу на дорогой подписке, на очень дорогой, за 4 990. И у меня здесь входит 5000 минут в месяц для файлов. Есть подписки подешевле. Вы все можете прямо сейчас бесплатно зарегистрироваться в этом MyMeet и получить 180 минут анализа. Как минимум отправить искусственный интеллект на 2-3 часика с вами пообщаться. Также вы можете брать и загружать сюда файлы. Допустим, с диктофона вы что-то записали, с телефона вы видео, какой-то вебинар записывали или выступление какого-то спикера. Вот так вот. Сюда загружение, выбираете какой-то тип отчета, обратите внимание, сколько здесь разных форматов и шаблонов, да, там по продажам, HR, обычная встреча. И также нейросеть вам это все расшифровывает и анализирует. Вот, пользуйтесь, прям советуем. Есть еще сервис Make. Это тот самый первый шаг к автоматизации. Наверное, вы все видели историю в Инстаграме и в других там социальных сетях о том,
Так, интересно, вот это Юля зависла или я? Как там люди строят. Юля, повтори, пожалуйста, ты подвисла. В моменте. Кто тебя слышит? Вот, Юль, да, сейчас слышно, ты начала говорить про integration RSS. Можешь, пожалуйста, повторить, потому что в этот момент, да, ты зависла. Да, конечно, скажу. Видите, уже это машины не выдерживают моих эмоций, накала, сколько всего интересного. В общем, Очень. Make– это инструмент для автоматизации. И вот конкретно на курсе мы будем с вами учиться делать вот такую связку, где у нас будет искусственный интеллект вести телеграм-канал, где каждые 15 минут наша нейроночка будет ходить на сайт. Да, вот в моем случае, допустим, сейчас она ходит на вот такой сайт по искусственному интеллекту. Она будет постоянно находить новые новости, которые есть. Дальше передавать это чат GPT, а чат GPT по правильному промпту будет формировать мне новый текст этой новости для моего канала. И вот будем с вами учиться вот таким легким связочкам, чтобы тоже автоматизировать рутину. Вау, это просто топ, нам нужно тоже. Ну, Катя у нас идет учиться, поэтому Да. круто. Это просто нереально. Ребята, это просто нереально. Я даже не знаю, не представляю, как легко мы с вами будем жить после этого курса. Просто тяжело в бою, да, Юль? Тяжело будет учиться, конечно, это правда, много технических моментов, придется взять себя в руки в какие-то моменты, но вы сможете пересматривать, поэтому у нас доступ курса от 6 месяцев, 6 минимум месяцев, для того, чтобы вы могли его долго потом пересматривать. Да. И подписка на обновление тоже очень важно. Ну, да, и обновление, это, конечно, 100%. Да. И вот еще один сервис, который будем с вами разбирать, но мы там будем с вами много разных графиков строить, диаграмм Ганта, дорожных карт последовательных. А еще мы будем работать с вот таким сервисом, как Napkin. Он позволяет нам выделять кусочки текста и сразу же от текста формировать вот такие картинки уникальные. Вот покажу пример. Допустим, обучение, развитие команды. Вот так мы будем выделять эту информацию, просить искусственный интеллект это анализировать. Вот сейчас там, если видите, пока пикселики голубенькие бегают. И нейросеть будет вот нам на наших глазах предлагать абсолютно разные варианты инфографики. И тем самым вы тоже сможете стать очень ценным сотрудником для руководителя, потому что вы сможете вот делать абсолютно разные визуальные отображения его слов или его материалов, особенно если вы работаете с экспертами. Марин, хотела бы себе вот такой документ? Вау. Я честно восхищаюсь. Мне действительно самой некогда было бы таким заниматься и учить. У меня свой контур, да, работы. Но, блин, представляете, сколько профессий, сколько денег мы сэкономим. Я вот тоже уже Марина вначале сказала, что мы на самом деле, у нас копирайтера теперь нет, у нас нет дизайнера. То есть мы от 2 позиций ушли, потому что у нас теперь все делает Катя в отделе там маркетинга сама, да, потому что все заменила ей яишки все заменили. Офигеть, как круто, офигеть, просто офигеть. Да. Вы теперь знаете, что вот эти картинки рисуют не люди, их рисует искусственный интеллект. Просто очень круто, очень круто. Вот. В общем, тоже забирайте себе эти инструменты. Вот на курсе мы прям очень детально будем их проходить. И еще, конечно же, там в каждом инструменте есть еще огромное количество лайфхаков и деталей. Вот. И парочку еще покажу примеров, что мы будем проходить на модулях по визуализации. Вот на вебинаре мы уже частично касались этой темы. Мы научим вас делать стикеры с вашим руководителем в Телеграме. Вот справа моя фотка, слева мой стикер, который вот уже фактически в Телеграме людям отправляется.
Мы будем учиться делать, вас учить делать для руководителей какой-то интересный контент, интересное что-то захватывающее. Конечно же, это будут нейрофотосессии, которые тоже помогут немножко снизить с вас же нагрузку, ходить и выцеплять от руководителя новые фотографии, а он вам будет только вот старые присылать. А вы на старых будете делать его в тех ипостасях, которые ему нужно. Ну и, конечно же, еще будем делать рекламы с виртуальными аватарами, где виртуальные аватары будут на видео выступать, рассказывать, все объяснять голосом вашим, либо вашего руководителя. Вот. Здесь немножко отзывов о тех программах, которые мы уже делали. И в целом все эти отзывы ведут к тому, что жизнь человека до ИИ и после ИИ кардинально меняется. И меняется она, конечно же, в самую лучшую сторону, потому что люди всегда понимают о том, что как только ты снижаешь с себя ряд одних рутинных задач, ты действительно можешь посмотреть куда-то вдаль, да, ну и не только побороть выгорание, но и, может быть, простроить для себя более понятный путь вперед именно в свое развитие. Марин. Юль, здесь пишут классный, да, комментарий. Я тоже хотела пошутить, что, да, ребят, это все и это не вебинар, мы все тут роботы, да. Но ладно, мы шутим. Пока мы еще люди, но имейте в виду, скоро вебинары заменят нас, да. Отзывы потрясающие. Нет, мы с Юлей тоже знакомы около 2 лет, и я знаю бизнесы, которые к ним обращаются, и вообще то, что Юля делает. Именно поэтому вы знаете, что мы Smart and Talented всегда выбираем для вас лучших коучей, ну, в смысле преподавателей, людей, бизнесменов, лучших экспертов в своих областях. Поэтому отзывы вы тоже сможете еще почитать. Но здесь просто даже по контенту понятно и без отзывов, что все хорошо. Еще раз вот по ценам, в принципе, напишите Татьяне, бронируйте. Вот в тарифе VIP у нас 12 тысяч рублей скидка, в тарифе профи 7 тысяч рублей, в тарифе старт 6 тысяч рублей. Я считаю, что вы круто сегодня уже тоже сможете это все сэкономить, а значит заработать. Вопрос, да, как долго идет один модуль? Один модуль – это 1 неделя, правильно, Юль? Да, все так. Да, один модуль, вот смотрите, у вас в начале недели подгружается урок, вы в течение недели выполняете его, в конце недели у вас идет сессия вопросов и ответов, то есть у вас будут специально обученные кураторы. Кураторы – это те, кто у Юли уже проходили программы, это обученные люди специальные. На VIP-тарифе Юля сама помогает, да. Вообще, что-то дешевый у нас VIP-тариф, Юль, что-то как-то, мне кажется, что мы здесь сдешевили, если честно. Это просто это, я бы, конечно, побольше сделала VIP-тариф. Будет помощь, не переживайте, достаточно сложно. По поводу сертификата от школы, не знаю, здесь, может быть, Марина прокомментирует, если у нас, да, ну, сертификаты мы точно можем сделать. Я думаю, да, мы сделаем сертификаты. Марин, как там? Ну, Или у нас наши совместные, да? стандартные сертификаты Академии у нас, конечно же, будет. Ну, на данный момент у нас не будет государственного диплома, но мы рассмотрим этот вариант. Если будет большой спрос на курс, то мы сможем и такую историю организовать в будущем. Также хотела бы добавить от себя, что на этот курс, как и на все наши другие, распространяются условия по рассрочке. У нас есть возможность рассрочки беспроцентной до 12 месяцев, ну, либо уже кредита, если нужна рассрочка на больше, чем 12 месяцев. Да, Юнона пишет, да, что обучение в течение недели в записи, да, конечно, можете смотреть в свое время. Просто будет урок в записи уже выходить. Один урок, 1 неделя, запись выходит, и вы неделю трудитесь. Да. Будут домашние задания, будут тестирования для того, чтобы закрепили результат. Мы со своей стороны будем еще придумывать какие-нибудь геймификации в процессе тоже для того, чтобы вас подстегивать и мотивировать. Да, да, да. Да, сертификаты важны. Конечно, процесс
организации там образования через наши дипломы, которые у нас ученики получают, он долгий, это займет точно у нас порядка 8 месяцев. Мы посмотрим отклик, да, на этот курс, и дальше уже будем смотреть, какой мы сможем ли мы сделать уже там дальше какой-то ну, диплом уже такой более большой. Это будет понятно потом. Поэтому пока сейчас сертификаты это тоже достаточно, да, и сертификаты мы точно так же в школе обычные выдаем. Диплом у нас, как вы знаете, всегда дополнительный кост, не все берут дипломы, но в основном, конечно, все берут. Вот, поэтому вот так, да, пишите еще какие-то свои вопросы, давайте так, не пишите сейчас вопросы по чату GPT, по настройкам, по там этим всем сетям, потому что это, в принципе, и так, это все будет в программе, да, у нас вебинар все-таки не обучающий сегодня, а презентационный, вам рассказать о возможностях и о том, что он может делать, чтобы вы впечатлились своим будущим, я бы сказала так, и впечатлили своего руководителя и свою команду, да, в которой вы работаете. Вот, поэтому вот вопросы, если есть какие-то именно по курсу, по деталям, по урокам, там, по форматам, давайте на это мы ответим. Принимаем ли мы крипту? Крипту принимаем, да. Это тоже вы с Татьяной сможете обсудить. Вот, конечно, и да, звучит как космос, вот Дарья пишет. Очень интересно, Марина, да. подожди секундочку. Вопрос, Юля, скажи, пожалуйста, сколько времени нужно на прохождение одного модуля? Сколько в целом в среднем у нас будут уроки занимать в одном модуле плюс домашки? У нас в модуле будут уроки не дольше, чем по 25-30 минут, то есть мы их там будем бить, чтобы их удобно смотреть. В каждом модуле где-то там по 4, по 5 уроков, именно таких 30-минутных. То есть это ответ, что 2,5 часа именно на то, чтобы вот их посмотреть. Но поверьте, вы не будете просто сидеть и смотреть эти уроки. Ну, то есть это не из разряда того, что вы там куда-то идете и что-то слушаете в наушниках. Скорее всего, вы будете смотреть урок и сразу же повторять на практике, потому что все будет максимально в практике. И вот тут, насколько времени вас поглотит внутрь искусственный интеллект, сколько вы там проведете, вот тут уже решение за вами. Например, мы будем точно давать вам распаковку для того, чтобы вы могли ответить на вопросы и побыстрее познакомить себя, точнее, искусственный интеллект с собой, со своей персоной. То же самое будете делать с распаковками руководителей, чтобы тоже искусственный интеллект лучше считывал его особенности личности. И вот, например, одна такая распаковка у некоторых предпринимателей, а мы на них много их тестировали, занимает просто 1,5-2 часа в рефлексии. Но когда ты один раз делаешь такой документ, потом ты его каждый раз подгружаешь, и у тебя реально нейронка работает лучше. Поэтому здесь будет скорее такой ответ, что точно готовьте, для того, чтобы погрузиться в этот мир, точно готовьте 4 часа в неделю. Вот тогда у вас будет эффект. Тогда вы и курс окупите, и сами сможете очень много каких-то новых идей генерировать. Тогда это будет эффективно. Ой, можно я тут самое главное возражение скажу? У меня нет времени учиться сейчас, когда-нибудь потом. Это то, что мы часто слышим. Так вот, ребят, вы идете сюда на курс, чтобы сохранять порядка 70% своего времени. Ну, зная ассистентскую работу, зная, как это все можно модернизировать, ну, процентов, ну, 60-70, если очень много работы там с документами, с СММ, соцсетями, с какими-то файлами и так далее, вы будете экономить. Поэтому вам нужно немножко напрячься, если у вас нет времени, все равно напрячься, чтобы в будущем это время себе получить. Вот. Да. Сейчас будет у нас бонус, да, к обучению на курсе. Будет ли нужна платная версия GPT, Юль? Да, обязательно будет нужна, потому что без нее вы не сможете создать себе ассистента. Платная версия стоит $20. Вот, мы покажем, как, если что, оплачивать это без зарубежной карты. И я думаю, что в целом, если вы придете к своему руководителю и скажете, что вот я очень хочу работать в этом инструменте, но он вам не откажет, потому что вы четко поймете, почему.
Если вдруг будет большая сложность с тем, чтобы вам там оплачивали чат GPT, то вы сможете работать в платной версии, в бесплатной версии, просто у вас не будет части того функционала, который мы будем показывать. Но всегда есть альтернатива в виде Gemini от Гугла, которую мы тоже с вами будем проходить. Будет DeepSeek бесплатный, который тоже будем проходить. Просто я вас буду предупреждать о неких особенностях. Юля, Да, но переключи имейте в виду, на это все следующий. бесплатно, поэтому платный GPT, да, ну просто за масс. Ну что вы спрашиваете? Вы экономите где-то $20 будем экономить, платить за обучение 50 тысяч, экономить 2000, я думаю, что точно никто не будет. Да, следующий слайд. Здесь хочу немножко рассказать. Мы решили организовать отдельный чат для ассистентов нового поколения, кто хочет изучать искусственный интеллект, общаться друг с другом, иметь возможность задавать вопросы по курсу, по возможностям и к Юле, команде. И в этот же чат мы также разместим запись этого мастер-класса. Подключайтесь обязательно к этому телеграм-чату, в нем сможете получить ответы на многие вопросы. Сейчас я его Да. скидываю в чатик. Да, супер, супер. Еще, да, сыпятся оплаты. Но что, давайте дальше, что у нас там следующее, уже будем, наверное, подзакругляться. Да, действительно, сейчас, знаете, очень многие, я сейчас была на бизнес-кемпе, тоже у нас было обучение, среди, там, у нас было порядка 250 предпринимателей у Гительмана, Паши, и все обсуждают и прямо все, да, что как кто. Хвастаются тем, что ассистенты у них используют ИИ и как он им помогает. Они хвастаются. Вот если вы хотите, чтобы босс о вас говорил постоянно, везде хвастался вами, создавая вам ваш личный бренд, как ассистента профессионального, то, пожалуйста, это точно для вас. Но я думаю, тут без слов, тут не надо продавать этот курс, он как бы сам себя уже продает. Что там следующее, да? Ну и что, давайте бонус. Юль, да, расскажи. Да, действительно, бонус мы сейчас пришлем всем, кто сегодня был с нами и досмотрел до конца, только среди тех людей, кто у нас в онлайне, пришлем гайд с лучшими нейросетями для бизнеса и с наборами промптов, как это использовать. Супер, супер. Ребята, это просто золотой файл, Скачивайте его и не забудьте, пожалуйста, про карму. Мы не отправляем его тем, кто не был на вебинаре до конца. Вы знаете, тут сила Smart and Talented работает. Вот, поэтому, да, забирайте его, и это, конечно, такая шутка, но тем не менее, да, те, кто не смог досмотреть до конца, разные могут быть причины, но те, кто досмотрел, спасибо вам большое, вы крутые, мы вас ждем, давайте запрыгиваем вместе с вами на новую волну искусственного интеллекта, новую профессиональную волну, которую мы должны вместе с вами покорить, мы должны ее приручить, мы должны научиться пользоваться ей, мы должны просто вступить в эту новую эру, новую эпоху искусственного интеллекта. Мы являемся вашими проводниками туда вместе с Юлей, с ее командой. И, в общем, погнали вместе с нами. Все, спасибо всем, кто был. Юля, тебе спасибо большое за твой профессионализм, за то, что ты этот интерес в нас взрастила еще больше. Я сама немножко в шоке, конечно же, то, что как происходит. Марине спасибо за поддержку мою, пока рулила. Вот. Поэтому всем до новых встреч, запись будет, все пришлем, проверяйте почту, оставайтесь с нами в подписках, в чатах. И да, спасибо большое, Сколя, спасибо, Юль, ты тоже видишь, просто невероятно, все люди пишут, да, спасибо большое. Все, до новых встреч, пока-пока. Пока-пока. Спасибо. Хорошего дня.